Сейчас, секундочку. Ну что, всем привет! Hola amigos, меня зовут Юля, приветствую на своем канале. И мы с моим мужем в эмиграции уже более 5 лет. Да, мне много чего есть вам рассказать. Мы прожили в Европе, в Чехии, потом в Турции, потом нас занесло на несколько лет в Таиланд. Ну а если вам будет интересен весь наш путь, да, про жизнь в Европе, про жизнь в Азии, пожалуйста, напишите в комменты. Я сниму видос. И если бы мне пару лет назад сказали, что я буду жить в Уругвае, я бы сказала, чё? Уругвай? Это вообще где? Собственно, теперь я могу рассказать, где это. Если посмотреть на карту, то Уругвай — это маленькая страна к югу Южной Америки, расположенная между Бразилией и Аргентиной с выходом к Атлантическому океану. Население примерно 3,5 миллионов человек, причем население высоко урбанизировано. Более половины жителей живут в столице Монтевидео, собственно, как и мы. И сейчас на экране вы можете видеть, собственно, вот эту столицу. И если, грубо говоря, отрезать вот эту пимпочку, то мы получим хорошие районы. Почему же все-таки мы выбрали Уругвай? Жизнь в Чехии была прекрасной. Действительно, нам было там комфортно, но жесткая легализация. Жизнь в Турции казалась восточной сказкой, но это пока ты не зайдешь в магазин или не сядешь в такси, и тебя не будут пытаться обмануть на x5 от цены. Жизнь на тайском райском острове, шикарными пляжами, очень классно, но ты никогда не станешь своим. Те люди, которые в эмиграции, они понимают, о чем я говорю, потому что хочется уже почувствовать себя где-то дома. И, казалось бы, неожиданный, не банальный ответ для нас стал Уругвай. Но мы-то уже не пальцем деланные, да? Мы уже прохавали весь этот путь, и мы решаем составить список лично для нас главных критериев по стране, да, и уже оценивать страну по этим критериям, чтобы понять, мы мэчимся, не мэчимся вообще. Давайте же глянем на те критерии, которые мы для себя выделили. На первом месте это, конечно же, упрощенная легализация, стоимость жизни, безопасность, работа и экономика в этой стране, язык, климат и экология, уровень свобод и права. Далее у нас идет соцсреда, и мы выделили перспективы и, конечно же, медицину. И, в общем-то, мы уже прожили в этой стране несколько месяцев, но для полного понимания, да, несколько месяцев это не полгода, а буквально несколько месяцев. И решила вот записать видео только сейчас, во-первых, потому что внутрянка более стала понятна, потому что ты уже здесь. А во-вторых, конечно, освободилось время. Мы как белки в колесе вот эти последние месяцы были. Аренда квартиры, документы, легализация, открытие ИП, ТДМ. Ну, давайте же по этим пунктам разберем Уругвай. Первый пункт у нас легализация. Ну, конечно, это самый жирный плюс страны в наше время. Она настолько простая, особенно по сравнению с Европой, да, все мы знаем в Европе какая бюрократия и туда-сюда, а здесь просто лафа. Грубо говоря, даешь паспорт, даешь фотку, и тебе выдают условный ВНЖ на 2 года. Кстати, у меня для вас новость. Мы в стране буквально пару месяцев, а мне одобрили ПМЖ. Прошу не завидовать. Ты самая пиздатая, блядь. Так, следующий у нас пункт — это стоимость жизни. Здесь достаточно высокая стоимость жизни, к этому нужно быть готовым. Но лично для нас не показалось слишком дорого, так как до этого мы прожили в Таиланде, а бат к песо, буквально что-то рядом. И для нас не было особо ощутимо вот эта разница. Для нас норм цены. Конечно, есть что-то подороже, особенно техника, но в глобальном плане
Нет. Да сейчас везде дорого, давайте так. Следующий пункт у нас безопасность. Из-за того, что как раз-таки Уругвай а-ля Швейцария Латинской Америки, безопасность тоже на высоком уровне. То есть это одна из самых безопасных стран в Латинской Америке. И здесь я себя чувствую реально безопасно. Я реально не парюсь ни как девушка, ни как человек. Я просто гуляю, кайфую, наслаждаюсь. И я говорю именно про безопасные районы. Грабежи, конечно, могут случиться, они везде случаются. Посмотрите на Европу, что происходит в том же Париже, Лондоне. Ну, вопросы отпадут. Для меня, мне кажется, тут сейчас безопаснее, чем там. Конечно, если сравнивать с первым днем, я помню, мы выходим из отеля, ты держишь руки в карманах, придерживаешь телефон, сумочку, оглядываешься, никто ли не подкрадывается за твоим телефончиком. Ну, сейчас я хожу с шопером, у меня шопер даже не закрывается. Просто нужно всегда во всем мире немножко контролировать ситуацию вокруг, и ничего не произойдет. Иногда я слышу мотоциклистов, да, в эти моменты я, конечно, так настороже чуть-чуть, потому что мотоциклисты могут выхватить сумку, телефон и так далее, но, опять же, в безопасных районах, ну, это минимальный шанс, что это произойдет. Тут все идут, все втыкают вот так в телефон, я одна, мне кажется, иду на стороже всего Монтевидео. Опять же, вот этот миф, конечно, для меня рассеялся, потому что я сама думала, что здесь очень опасно, как я буду гулять, как я буду веселиться. Нет, все супер, супер-пупер. Дальше я бы хотела захватить сразу несколько критериев, да. Это язык, работа, экономика, недвижимость. То есть все в одном быстренько объяснить. Насчет языка. Язык испанский, он легкий, даже если учить с нуля. Если вы знаете английский, еще проще. Тут все-таки без испанского никак. Если вы знаете английский, на первое время пойдет. На английском можно протянуть, но, опять же, отталкиваемся, если вы хотите найти работу здесь, то, конечно, язык это 100% обязательно. И нужно еще учитывать, что средняя зарплата это $1000. Чтобы вы понимали, да, $1000 это аренда квартиры в хорошем районе. Хватит ли вам этой 1000, чтобы прожить? Ну, не знаю. Если у вас, конечно, есть какие-то навыки, умения, то, думаю, вы сможете здесь обосноваться, потому что здесь есть русские мастера маникюра, кто-то лепит пельмени, кто-то сантехник. В общем, вы поняли, да, как и в любой другой стране, вы сможете своему какому-то умению реализоваться, но если у вас нет работы или хотя бы иметь план Б как работу, ну, нужно знать язык, нужно быть к этому готовым. Что насчет недвижимости? Недвижимость дорогая, аренда дорогая, цены на недвижимость тоже дорогие. Но опять же, как и во всем мире сейчас, условно, если мы в Таиланде тратили $500 на жилье, да, то мы сейчас тратим в 2 раза больше. Опять же, объясню, что по-другому здесь нельзя. Лучше переплатить определенное количество денег, но жить в хорошем, безопасном районе, в котором с вами ничего не случится, вы будете чувствовать себя комфортно, расслабленно и не напряженно. Климат, экология, ну, в общем, Уругвай не сейсмическая зона, да, здесь нет землетрясений, цунами вроде произойти тоже не могут. Климат здесь умеренный, присутствует сезонность, мне это нравится. В Таиланде я уже устала от шорт и маек. Хотелось уже, конечно, и пиджачок надеть, и пальтишко. Здесь это возможно. Также здесь есть проблемка с озоновым слоем. Над Уругваем, короче, дырки в озоновом слое. И вы не представляете, как здесь жжет солнце. Оно прямо обжигает. Я была удивлена после Таиланда. Я думала, я уже прожженная этим солнцем. Нет, туда оно реально жжет. SPF здесь обязателен. Даже зимой он обязателен. Следующий пункт – уровень свободы и права. Ты можешь ходить как хочешь, ты можешь одеваться как хочешь, ты можешь себя позиционировать как хочешь. Однополые браки здесь разрешены, поэтому это на самом деле открытая, дружелюбная страна. К меньшинствам
и большинством инфраструктура. Но это, конечно, для меня такое необычное явление, потому что это что-то полуамерика, полуевропа. Ты идешь, ты видишь где-то Америку. Дальше ты видишь Европу. Дальше ты видишь реальную Латинскую Америку. В общем, здесь какой-то микс, и тебе в этом так уютно. Транспорт по расписанию, пожалуйста. Пешеходные дорожки, пожалуйста. Кучу кафе, т.д. п.п. пожалуйста. Каждую неделю, вот на каждой неделе есть различные мероприятия. Я не знаю, почему многие пишут, что здесь скучно. Но мне здесь не скучно. Не знаю, может, тем людям, которым нужен вот этот Бангкок, Шанхай, Москва, мегаполисы, Нью-Йорк, может быть, здесь действительно им будет скучновато, но лично мне не нужен вот этот бешеный ритм. Да, я и так уже от бешенства, по-моему, скоро умру. Следующий пункт у нас соцсреда. И знаете, я вообще шокирована, потому что здесь, на краю света, мы прилетаем, и у нас сразу в первые месяца встречаются такие классные ребята. Здесь столько комьюнити, мне кажется, вы уж точно не останетесь одиноки. Если исходить из того, какие уругвайцы гостеприимные, какие они доброжелательные, они тебе всегда помогут, всегда улыбнутся, каким-то советом подскажут. Ну вот у меня лично сложилось впечатление, что это настолько светлые люди, мне очень приятно с ними контактировать, мне очень приятно с ними общаться, поэтому у меня только позитивное впечатление. А вот когда мы были в Турции, это было сложно. Это было очень сложно. Никому не советую. Ну и, конечно, какие перспективы нас ждут? Безусловно, это паспорт. Ну давайте так, я живой пример перед вами сижу, который я получила за несколько месяцев ПМЖ. Ну, это вам о чем-то говорит? В первую очередь быстрый путь к гражданству, потому что сейчас по миру тенденция, что страны ужесточают свои правила. Паспорт ты можешь получить в течение 3 лет легального проживания по ПМЖ. Можешь подавать на паспорт, если ты в браке. Если вы одиночка, то после 5 лет. Мальчики, девочки, давайте. Женимся. Вот такой разбор пунктов у нас вышел. Что вы думаете? Если у вас есть вопросы, которые нужно немножко глобальнее раскрыть, я сниму об этом видео. Вы, пожалуйста, маякните мне в комменты. В следующем видосе расскажу за квартиру, за аренду, покажу, собственно, какую квартиру мы сняли. Поэтому подписывайтесь, поставьте лайк и похвалите меня за первое видео. Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, или покритикуйте.